Сегодня с вами мы попробуем понять, свершились вот эти все ожидания тех адептов блокчейна, которые говорили, что он способен решить все проблемы мира, насколько эта технология в данный момент, на какой стадии она находится, и вообще какой спектр задач стоит решать с этой технологией, а какой спектр нет. Для начала, так сказать, узнаем, что же из себя представляет блокчейн. Здесь написано более такое сложное определение самого блокчейна. Я бы это назвал как просто какой-то набор ПО, который выполняется там, на одном компьютере, на нескольких компьютерах, и который позволяет с помощью стандартизированного интерфейса добавлять информацию во все экземпляры программ, которые работают. Все. Это довольно-таки просто. То есть здесь можно провести аналогию с кластером баз данных. Так. И после появления данной технологии, вот здесь можно посмотреть по хронологии, то есть она появилась довольно-таки давно, еще в 2009 году, но никто ей не пользовался, потому что не было необходимости. То есть, как говорят, там был Сатоши, еще один разработчик, который эту всю технологию создал, и это больше был удел гиков, там что-то с ней там, ковыряться, разбираться, что делать и прочее. Вот. Но после того, как, скажем так, благодаря тому, что эта технология, она позволяет анонимизировать какие-то, информацию о финансах и их движении, а также о тем, кто чем владеет, в определенный этап появились заинтересованные люди в том, чтобы пользоваться данной технологией. Есть предположения разные, что способствовало такому повышению, неожиданному и довольно-таки сильному повышению интереса к данной технологии. Кто-то говорит, что это определенно теневая экономика повлияла, то, что в данный момент или вот раньше использовались разные предметы искусства и прочее для легализации средств и прочее. А здесь появилась довольно-таки интересная технология информационная, которая позволяет тебе пересылать средства, при этом не говоря о том, откуда у тебя эти средства, где ты их взял, кому ты их отправляешь, за что и прочее. То есть это была прямая борьба с AML, так называемым, во всех странах, и поэтому многие страны при появлении данной технологии, они начали запрещать, как-то регламентировать данную сферу для того, чтобы не допустить этих операций. Вот. Соответственно, основной рост после того, как проявился интерес заинтересованных лиц, это можно 15, 16, 17 год, постепенное увеличение, и потом уже мы видим скачкообразный рост популярности данной технологии. С чем это связано? Это было связано с тем, что с увеличением популярности или с увеличением количества пользователей данной технологии, то и, соответственно, увеличился курс данного финансового актива. А при увеличении курса все начали говорить, что вот, раньше он стоил копейки, центы, еще что-то. Если бы я тогда вложился, я бы мог разбогатеть, чуть ли не миллионером стать. И начался спекулятивный рост, когда все, не понимая, что за технология, вообще для чего она, и что, просто ради наживы начали влазить в эту технологию. И как раз-таки на этом пике роста появилось очень много разных проектов, которые пытались отобрать или как-то получить часть тех средств, которые уже вложили во все криптовалюты, и при этом, грубо говоря, 81% из всех этих проектов были скамные. То есть овощекоины всякие, которые гарантировали стоимость этого коина какими-то товарами реальными, кто-то гарантировал стоимость золотом, которого у них не было, кто-то
не знаю, строил какие-то там дома вроде бы и прочее, прочее, прочее. То есть таких проектов было большое множество, и, что самое интересное, они собирали деньги. Потому что в тот момент общее количество финансовых средств во всех вот этих блокчейнах, вот в биткоине, эфире и прочем, их было просто огромное множество. И как раз-таки с появлением эфириума появилась возможность всем вот этим проектам создавать смарт-контракты, проводить ICO и прочее. До того, как был был только биткоин, как основная блокчейн-технология, произвести ICO было довольно-таки сложно. Поэтому тут, конечно, создатель эфириума большой молодец, что он очень вовремя, конечно, влез. Вот. И, соответственно, как я уже сказал, 81 проект это был скам, и до биржевых торгов дошли только 8 проектов, и еще 5% вообще просто умерли, и 6% это провалившиеся. В принципе, умершие и провалившиеся, их можно как-то даже, наверное, объединить в одну группу, потому что иногда причины, почему проект умирал, они были как-то схожи с причинами, которые приводили к провалу проекта. Это то, что или какой-то недостаточный опыт менеджмента, или сама идея была не очень, грубо говоря, или применимость технологии блокчейна в данном аспекте, она просто была неприменима или не совсем релевантна тому, куда пытались ее применить. Соответственно, возможные сферы применения технологии блокчейн мы сейчас попробуем вместе с вами их как-то оценить на предмет применимости данной технологии и пользы от применения данной технологии. То есть, например, в финансовых услугах, в банковском секторе, биржах и прочем, данная технология имеет место быть, потому что в самом начале, когда только биткоин еще появился как первая криптовалюта, все на него возлагали большие надежды в связи с тем, что у некоторых экспертов, даже, может быть, у большинства, не буду загадывать, у них есть понимание того, что текущая финансовая модель устройства мира и прочего, то, что у нас постоянно какие-то цикличные кризисы проходят и прочее, они понимают, что что-то с этой моделью не так, и надо что-то менять. И как вариант того, что можно поменять, это все сразу же, как только появился биткоин, подумали, слушайте, а может быть, вот это то, что нас спасет. Да? Даже некоторые, не вникая в это, в эту технологию, в ее особенности, возложили слишком, скажем так, повышенные ожидания от самой этой технологии, и даже, возможно, она не оправдала их. Но в целом, как какой-то финансовый актив, который позволял бы платить за что-то или просто как-то регламентировать, не регламентировать, а оценивать отношения между разными людьми, компаниями и прочим. В принципе, он имеет место быть, но без регламентации это может привести к серьезным проблемам. В частности, учитывая то, что сами блокчейн технологии, они анонимизируют пользователя, это приводит к тому, что в случае утери, кражи средств или еще чего-то, то есть каких-то нелегальных, неавторизованных действий с твоими финансами третьих лиц, ты не сможешь их вернуть. Потому что сейчас у тебя есть банк, есть какой-то счет, карточка, ты можешь обратиться в милицию, например, если тебя что-то украли, или банк, обратиться к банку, что вот неавторизованный какой-то доступ к твоей карточке кто-то получил, и можно как-то этот вопрос попробовать решить. В случае, когда мы говорим про блокчейн, то это все гораздо сложнее, потому что никто не знает, куда это ушло, нету никаких регуляторов, которые бы отслеживали это все. Поэтому здесь плюс блокчейна в том, что он анонимный, это является в то же время и минусом в данной сфере. Поэтому, в принципе, перспективы здесь могут быть, но без регуляции этого всего пока что это сомнительно. А если вводить регуляцию, то получается очень похожая система на нашу
текущую с банками. То есть у нас есть определенные финансовые институты, которые занимаются регулятивными действиями на финансовом рынке. И что-то в итоге блокчейн может перерасти в что-то похожее. Так, про следующую сферу, я думаю, можем поговорить про земельный реестр. Земельный реестр – это сфера, которая довольно-таки интересная касательно применимости данной технологии. Она заключается в том, что она даже без влияния государства сможет гарантировать твою собственность на какой-то земельный участок. Возможно, даже слышали, что, ну, опять-таки, это даже, наверное, можно эту сферу как-то связать с электронным правительством и прочим, то, что здесь, если нет доверия к управляющей какой-то структуре, то вот данную технологию можно использовать для того, чтобы это доверие как-то найти. Но опять-таки, текущие блокчейны не факт, что будут наиболее применимы в данной сфере, потому что у них, ну, в том же биткоине скорость добавления транзакций довольно-таки низкая. Есть другие блокчейны, которые эту проблему решили, у них есть разные алгоритмы достижения консенсуса, так называемого, для добавления данных, но все-таки. Возвращаясь к данной сфере применения технологии блокчейн, я бы хотел сказать то, что это, по крайней мере, решило одну проблему того, что если тебе что-то дали в собственность, то ты бы смог подтвердить то, что эта собственность реально у тебя, и никто не смог бы у тебя ее забрать. Но опять-таки, без государственного регулирования и подтверждения того, что так можно делать, и что это рабочий какой-то механизм, это сделать не получится. Потому что, ну, как и у нас в стране, как и в других странах, государство является в первую очередь собственником земли, и в частную там в аренду дают, и еще что-то, и без каких-то законопроектов, которые бы как-то регламентировали внедрение данной технологии, именно вот земельный реестр, это в данный момент неприменимо. Поэтому здесь важно одно условие, что если какая-то налоговая база, ну, если какая-то законодательная база будет, то тогда эта технология, возможно, будет применяться. Если ее не будет, ну, значит, не получится, скорее всего. Вы имеете в виду этот декрет 8, который, да? Здесь больше декрет был направлен на то, что позволял компаниям, которые занимаются майнингом и прочим, он позволил им это делать легально. Но опять-таки, я больше не юрист, я сильно не вникал в то, что позволяет этот декрет делать. То есть, насколько я помню, он в первую очередь позволял майнерам легально здесь эту криптовалюту майнить и легально здесь запускать криптовалютные биржи. Это значит то, что ты можешь торговать криптовалютой. Это вопрос интересный насчет снятия. В любом случае, Прокопения Currency.com запустил, и снимать там можно. Вопрос в том, что облагается это налогом, не облагается, какие налоги ты должен при этом уплатить. И потом, как ты потом докажешь то, что эти средства легальные. То есть вот это вопросы. Я не знаю, как на них ответить в данный момент. То есть, возможно, если бы были бы даны какие-то разъяснения, или, может быть, касательно данного аспекта, то тогда было бы более понятно вообще, что с этим делать. Пока что, ну, лично я не знаю, как с этим быть. То есть. Итак, дальше по сферам применения. Удостоверение личности, авторское право. Данная сфера применения, в принципе, тоже довольно-таки интересная, если мы говорим про технологию блокчейна. Можно применять ее в данной сфере, но, в принципе, у нас биометрические паспорта есть, и просто паспорта, и есть какие-то определенные программные средства, которые проверяют паспорта там, на таможне и прочее, видели, там проверяются паспорта, и большой необходимости в изменении данной текущей имплементации удостоверения личности и авторского права, в принципе, нет. Ну, хотя, вот, может быть, с авторским правом можно было бы как-то сделать, но это, опять-таки, система патентов и прочее. Это было бы более применимо, но, опять-таки, как и со многими другими сферами, как я уже говорил, здесь все упирается в законодательство. То есть, если бы
так можно было делать, и все согласились бы с тем, что вот то, что прописано, авторское право, которое было внесено в блокчейн, оно имеет юридическую силу, то тогда это можно было бы делать. А если никакого законодательства нету, которое бы подтверждало это, то применение данной технологии тоже она довольно-таки сомнительна в данный момент. Так, здесь я разместил небольшую информацию о том, для тех, учитывая то, что большинство из вас технических специалистов, это если вы захотите разрабатывать, например, на блокчейне или какие-то смарт-контракты писать, то, в принципе, здесь есть набор вещей, которые вам могут в этом пригодиться. Так, здесь информация о компании, поэтому сейчас, думаю, мы можем начинать QA-секцию. Если есть какие-то у вас вопросы, то, пожалуйста, поднимайте руку, пообщаемся. Прошу вас. Тема выступления, почему специалистам стоит изучать блокчейн. Во время выступления вы говорите, что очень много отраслей, земельные, игры и так далее, неприменимо. Смарт-контракты понятно. Как сейчас реально людям можно помогать, пользоваться, какие проблемы решают, и вот непонятно, почему нужно изучать блокчейн, допустим, то есть непонятно. Так многим непонятно, для чего нужно, в общем-то. Но вы имеете в виду то, что основная тематика не раскрыта. Нет, я имею в виду, я не понимаю, как личные проблемы решаются с помощью блокчейна. Вот вы знаете, да, там, допустим, я в России живу, все говорят, что вы должны слава страна, все разрешили, но мне непонятно, что реально было сделано, все равно на Беларуси тоже. Ну, запустили криптобиржу, ну вот, добавили туда эти акции, то, что можно было торговать за криптовалюту акциями. То есть, кто-то на этом заработал. Это хорошо, наверное, да? Если мы говорим о каких-то проблемах общества, которые решает именно блокчейн, то, как я изначально говорил, есть какая-то часть экономики, которая на этом точно выиграла, потому что они смогли пересылать средства куда угодно, без этих чемоданов с деньгами, пересечения границ и прочего. Определенный бизнес-то-бизнес, который не мог легально общаться, и он смог легально, как понять легально, он смог общаться, но не совсем легально, но при этом они смогли друг другу ресурсы переводить, а при этом легализовывать их за счет того, что был хайп. То есть есть множество людей, которые хотят купить биткоин, и ты из одной компании в другой пересылаешь деньги, и потом их легализуешь за счет того, что есть множество людей, которые просто хотят купить биткоин, потому что вот он сейчас вырастет, и мы на этом заработаем. Все. Да, пожалуйста. По технической части можно возгласить. Вот если блокчейн используется в финансовой сфере, то там много этих узлов, устройств, и они промотивированы майнить, да, вот эту валюту, потому что это деньги и финансы. Вот в других сферах такая же ситуация, то есть нужно же кому-то майнить все равно нужно. И какая мотивация у людей, например, майнить земля, там где-то собственность, то есть как заставить людей? Вот это ключевой вопрос как раз-таки. Хорошо, очень хороший вопрос вы задали, потому что здесь вопрос в том, как этот блокчейн будет организован. То есть множество блокчейнов, там есть Proof of Stake, Proof of Consensus, там, в общем, разные есть алгоритмы достижения консенсуса какого-то. И, соответственно, этот алгоритм можно поменять. Поэтому, вот, например, если мы говорим про биткоин, где нужно майнить обязательно, там, в определенной мощности нужно там, и прочее, то применять его в этих сферах нелогично вообще, потому что зачем? Там никому не будет нужды. То есть единственный будет мотиватор для кого-то майнить, это в том, что вот эта крипта, она потом вырастет, и я вот за то, что она майнила, я смогу это продать. Но это получается какие-то издержки дополнительные на то, чтобы на ведение данного проекта. То есть мотивация какая-то есть, но под вопросом. Возможно, здесь был бы более подходящий какой-то другой блокчейн. То есть их, в принципе, сейчас немало. Там кто-то уже и уметь успел даже и появиться. Вместе там вот эти IOTA, EOS, там их куча этих блокчейнов. И, в принципе, большой сложности в том, чтобы написать какой-то блокчейн, нет. Потому что технически он реализуется довольно-таки просто. То есть есть какой-то зашитый алгоритм, который путем коммуникации с другими узлами определяет, добавлять информацию или не добавлять. И есть какой-то алгоритм, какой-то алгоритм и какое-то хранилище, где хранятся данные. Все. В эфире они просто еще добавили какую-то определенную машину, которая ответственна за исполнение кода.
Ну, то есть здесь что-то можно добавить, конечно же, можно. Но это я бы, наверное, рассматривал как просто какую-то технологию, да, которая позволяет сохранять данные и добавлять туда, и еще что-то можно там сделать. То есть